вообще вся эта лесостепная полоса, она была через полосу населена монголо-тюркоязычным населением. Частично степная, частично лесная, там полуоседлые, полукочевые, чисто кочевые и прочие. С точки зрения, там внизу было Сун, китайское государство, с востока были тюржени, до них были кидани. Это были такие мощные оседлые государства. Ну и с их точки зрения все это население было варвары. Просто. Ну, китайцы всех называли. Северные варвары, западные варвары, там, восточные варвары. То есть это северные варвары. Для ляв это были там северо-западные варвары. Вот. И когда, значит, там в этой лесостепной зоне устанавливается какое-то государство, как правило, ну, какой-то правящий род там сидит во главе. Если он тюркский, такое было, тюркский каганат, там дальше был за ним уйгурский каганат. Население сложно сказать, то есть, возможно, оно полностью было тюркоязычное в то время, возможно, в перемешку там тюрко-монголоязычное или еще какое-то, ну, сейчас тяжело, письменных памятников мало. Если они очень удачливы, допустим, захватывают Китай, требуют китайскую принцессу, роднятся, и уже на этом основании считать себя равными, называют его братом или там еще кем-нибудь. И, допустим, такая какая-нибудь оседлая цивилизация вынуждена говорить, мы на равных. И тогда уже признается, что это государство. А если, допустим, вот там 100-150 лет они там никак в контакт не входят, для них они остаются ворами. И так в китайских летописях все и остается. В 13 веке что там творилось? Там, значит, существовали вот эти крупные группы, найманы, меркиты, киряты, монголы, хамак-монголы. Вот. И маленькая группа айратов была. Это где-то в долине Восточной Тувы они существовали. Вот. Все имели свои самоназвания, все, возможно, говорили на одном языке, возможно, на разных, сейчас трудно сказать. Вот. Но когда Чингисхан, значит, захватил, ну тогда он еще не Чингисханом был, когда он объединил все эти группы под своей властью, они все стали называться монголы. И вот эти айраты, они тоже вошли в эту коалицию, в общем. Вот. И в течение там 100-150 лет, когда империя расширялась, они участвовали как, ну, уже как монголы. В разных частях мира, значит, все вот эти чингизидские государства, допустим, на этой территории существовал Улус-Джучи, в Китае это был Улус-Тулуя, в Иране это был Улус-Хулагу, и вот в современной Средней Азии это, ну, плюс-минус тоже там Киргизия, часть Узбекистана это был Улус-Чагатай. Был еще Улус-Угидея, но он был переформатирован несколько раз и в итоге не остался в истории. Наши предки в это время с 13 где-то по 15 век находились в Улус-Тулуе и жили в основном где-то на Алтае, основная масса. Но когда империя Юань распалась, ну вообще Чингизидская империя и Юань в частности, они вспомнили старое самоназвание и сказали, нет, мы айраты. Ну, не знаю почему, может, не престижно было уже монголам. Ну, этнические, в принципе, монголы. Ну, да, как бы я не думаю, что там радикально чем-то отличались.